Всем привет. Мы можем, в принципе, наверное, через пару минут уже начинать. Пока что напишите, кто здесь вообще, дизайнеры, может быть, проект-менеджеры. Да, и насчет звука, пожалуйста, напишите, все ли окей. Мгм. Может быть, тут разработчики, кстати, есть. Я так скажу сразу, наверное, по большей части презентации для дизайнеров, но я думаю, всем будет немножко как-то интересно и не скучно, поэтому постараюсь как-то всем угодить. Вот, так что я еще, возможно, кашлять буду, сори, если чё, у меня просто горло немного болит, поэтому я буду немножко водички пить. Вот, поэтому да. Так, в принципе, можно начинать. Как вы можете видеть по первому слайду, у нас речь пойдет про говноконтент, и как связаны маркетинг-сайты с этим. И я вообще коротко расскажу о себе, совсем коротко. Меня зовут Андрей, если что, поэтому можете ко мне так обращаться. Я лид-дизайнер в Hello Lab. Вот. И после презентации, если у вас, может быть, будут вопросы, то можете писать мне в Slack, и я постараюсь на них ответить. У нас, конечно, еще будут вопросы во время презентации, поэтому я думаю, можете тоже смело писать, вот, если они будут возникать. Итак, будем идти потихоньку немножко дальше. Я надеюсь, у меня не будет сильно прям глючить, поэтому сейчас. Итак, о чем мы вообще сегодня поговорим? Это первый пункт. Мы разберем наше вот это вот говно на атомы. Да, дальше у нас пойдут вопросы. Дальше мы поговорим про контент, как с ним, может быть, работать, какие у нас, возможно, есть проблемы и тому прочее. Коротко пройдемся о том, что такое маркетинг сайты, для чего они, может быть, вообще нужны, как их лучше делать, как к ним относиться, как их стартовать. Вот. И потом, по итогу, мы придем к тому, почему стоит делать говно. Вот. И после этого тоже можете позадавать вопросы, если, опять же, они будут. Так что как-то такой краткий экскурс. Будем двигаться, наверное, дальше. Вот, так что поехали. Вот то самое говно, о котором идет речь. Я думаю, теперь все понимают, что это значит. И это таких 4 пункта, вот которых я вот чаще всего вижу. И это довольно частые такие ошибки дизайнеров, ну, которые я, по крайней мере, встречаю, но это самые ключевые вещи, которые помогут вам, в принципе, улучшить ваш дизайн. То есть это у нас идет контраст, повторение, выравнивание и близость. Год назад я как-то прочитал статью вот от этого автора на Мюзли. Кстати, я рекомендую на Мюзли заходить не просто за каким-то инспирейшеном, а там бывают еще интересные статьи. Потому что в этих статьях, я не скажу, что они выходят каждый день, понятное дело, но бывают там очень классные статьи. Вот, и я буду, скажем так, как минимум на 2 статьи вот с Мюзли как бы ориентироваться, ну, точнее, на них опираться. И вот классная статья от этого автора, я ссылку оставлю здесь, и после я еще скину в Slack наш ссылку на саму презентацию.
Вот, поэтому если, ну, в общем, вы не потеряете. Вот, давайте разберем каждый вот этот пункт на атомы, как я и говорил. Вот. Дальше про контраст. Я не буду читать прям всю вот эту вот цитату, вы можете сами ее прочитать. Вот, но в чем как бы суть? Как бы контраст — это самая такая важная штука, наверное, во всей творческой среде. То есть это даже, наверное, не только касается дизайна, а вообще в целом как-то, может быть, ну, точнее, не может быть, а в фильмах, то есть игр каких-то, сочинений и тому прочее. То есть контраст, он присутствует абсолютно везде. И, как по мне, это вот самый-самый ключевой фактор, который стоит сильно прокачивать, потому что с помощью контраста вы сможете, скажем так, манипулировать взглядом человека и управлять его вниманием. Об этом мы еще, кстати, поговорим чуть позже, на следующих слайдах я разберу несколько примеров, поэтому я думаю, станет немного все понятнее. Вот, идем дальше. И вот какую первую ошибку чаще всего я встречаю у дизайнеров. В принципе, не только в HoloLab, у меня еще есть друзья, которые мне тоже часто пишут. Вот, и как бы везде в основном плюс-минус одни и те же как бы встречаются вещи. Какой контраст может быть в тексте, да, то есть вот пример того, как лучше не стоит делать, и второй пример, как это можно обыграть. Что мы здесь видим? Мы видим то, что как бы текст, он в целом как-то слишком простой, и в целом он как бы одного цвета, даже есть один кегль, и как-то вот все это выглядит, ну, не так интересно, сыро и тому прочее. То есть это полное отсутствие, ну, грубо говоря, контраста. Да, здесь есть разный кегль, здесь есть отступы, но вот по сравнению с этим, да, то есть вы можете как бы понять, где вот лучше контраст. То есть вам проще зацепиться взглядом за что-либо. То есть вам проще уже разделить вот эти три пункта, грубо говоря. То есть вот у нас есть, грубо говоря, тег, и у нас есть заголовок, и у нас есть description, вот, ну или subtitle. Вот, поэтому это не значит, что теперь в каждом проекте нужно вот так вот делать. Это я к тому просто привел пример, как может контрастировать текст. То есть как можно его обыграть и как можно, ну, в целом как-то вот разделять текст, иконки, графику и тому прочее. Это все будет текстовый блок, опять же, в целом, да, то есть верстаться будет как текстовый блок. Поэтому про примеры, про приемы, я думаю, не стоит говорить. Рефов у нас, в принципе, на Дребле достаточно, как у нашей студии, так и, наверное, у других студий есть. Вот, поэтому, то есть это, знаете, можно разделять, как-то добавлять иконки вот внутри самого заголовка, можно как-то вот добавлять эмодзи здесь или еще каким-то образом. То есть контраст он может быть абсолютно разным, но лучше его делать, чем вообще не делать. Потому что, опять же, с помощью контраста мы всегда как бы можем манипулировать взглядом человека. И это как бы неплохо, это наоборот хорошо. То есть таким способом мы можем продать ту или иную вещь, ну или создать то или иное действие, грубо говоря. Что ж, поэтому как-то так насчет текстового блока, ну и контраста в тексте. Теперь давайте посмотрим на контраст в цвете. Как еще я, ну точнее, какие вещи я встречаю у дизайнеров и как, может быть, не следует делать. То есть здесь есть 4 примера. Вот, тут ошибочка, ну ладно. Я к чему? В общем, тоже я буду рассказывать в основном про примитивные вещи, но стоит понимать, что примитивы всегда задают как бы нечто более сложное. То есть всегда из примитивов можно построить какую-то более сложную композицию, более сложные компоненты, вещи и тому прочее. То есть главное понимать какие-то базовые вещи, то есть какой-то базовый тезис. Поэтому понятное дело, что есть какие-то определенные задачи, но я буду рассказывать про самые частые решения и про самые частые ошибки. Вот. И что я как бы чаще всего встречаю? То есть когда дизайнеры могут делать вот цветом
по сути, разные вещи в одном оттенке, плюс-минус, да, то есть контраст, он не сильно велик, вот в отличие от этого варианта. Поэтому стоит для себя понимать, особенно в дашбордах, кстати, это тоже немаловажно, но по большей части мы будем говорить про маркетинг сайта, но я в целом на будущее. И про дашборды. Это будет как-то отдельная лекция, может быть, от нашего лида Маши. Вот, поэтому в инфографике, как мне кажется, очень часто вот требуется вот такая вот, точнее, такой контраст в цветах. Потому что с помощью цвета вы можете легко и быстро как бы понять для себя, что где что значит. То же самое вот с этим примером, да, на примере плашек. То есть мы можем подать вот так вот, но у нас там разные иконки, там разные какие-то значения могут быть. Вот, да, я понимаю, что опять же могут быть плашки просто белыми, и тому прочее, но, опять же, я рассказываю на примитивных вещах. То есть ответить для самого себя, то есть где контраст выше, то есть где вам проще запомнить, ну, вот какие-то элементы, да, то есть, допустим, здесь вот вы сразу запомните, что здесь вот огонек, здесь сердечко, тому проще, потому что разный цвет у вас проявляет какие-то разные эмоции. Соответственно, благодаря этим эмоциям вы как-то быстрее запоминаете те или иные вещи. В отличие от того, если это все будет одним цветом, и будет просто какая-то вот разного, ну, скажем так, разные какие-то мелкие детали. Поэтому про контраст в цвете тоже не стоит как-то, ну, не стоит забывать про него и не стоит его упускать. Вот, как-то так насчет цвета. Я, кстати, не знаю, сколько у нас вообще презентация займет, но я примерно полагаю где-то полчаса. Плюс-минус там 10 минут. Вот, идем дальше. Я взял пример нашего шота и расскажу вот на этом примере, как контраст может выглядеть в самой графике. То есть это уже такой более сложный пример, но что мы здесь видим, да? То есть я вот показал пример то, как это, ну, плюс-минус может быть, да, когда вот дизайнеры могут делать. Вот, то есть все плюс-минус в одном цвете, оно не сильно друг от друга отличается, как бы и то, как бы плашка там, с человеком, с какими-то данными и тому прочее. Ну, как бы, вот, по сути, это все плашки. И дизайнеры могут просто делать все одним цветом. Ну, там какие-то вот разные вещи делать, да, ну, другими цветами. Но вот другой пример того, как графика может тоже контрастировать. А, И про это тоже не стоит забывать. Понятное дело, что у нас тут не все прям графический дизайнер, но стоит помнить, опять же, про вот эти ключевые вещи самого контраста. Потому что нам, веб-дизайнерам, ну, UI, UX-дизайнерам, нам очень часто приходится работать с графикой, или там графические дизайнеры у нас заняты, или еще что-то, и нам приходится там искать иллюстрации и часто их кастомизировать либо как-то вот самим, да, вот какую-то придумать композицию и строить, ну вот, какую-то такую вот графику, грубо говоря. А, И что мы видим здесь, да, то есть у нас уже здесь контрастные вещи появляются, и мы уже можем как бы глазом зацепиться за определенные как-то элементы, в отличие вот от этого варианта. Поэтому всегда вот думайте о контрасте в графике, в тексте, и вообще во всем. То есть, что бы вы ни делали, ну, в творческой среде, лучше делать какой-то контраст. И не бойтесь делать его сильным, потому что чем сильнее контраст, тем лучше человеку отделить тот или иной элемент друг от друга. И его, соответственно, проще запомнить. Конечно же, там это все приходит с опытом, да, если говорить про графику и про определенные вещи, но я к тому, что вот стоит всегда себя вот перепроверять вот такими вот вещами и задумываться вот перед тем, как отправить там лиду или арт-директору, вот самим себе ответить на вопрос, достаточно ли контрастирует здесь, допустим, текст, и достаточно ли контрастирует там графика и вот все остальное, с чем вы работаете. Вот, так что как-то так насчет контраста. Теперь мы идем дальше. А, Кстати, контраст на нашем этом концепте тоже немного расскажу. И, ну, вы знаете, что делать, подписаться на нас на Webflow.
Вот, поэтому давайте рассмотрим, какой же контраст у нас здесь. То есть здесь вы можете четко увидеть графику, она абсолютно разная, тут есть разные размеры, то есть они уже контрастируют между собой, как бы в целом текстура даже разная, есть еще на фоне какой-то шейп и тому прочее. Даже вот здесь кнопка, да, то есть если бы она была вот просто таким цветом по дефолту, то это уже слабый контраст, потому что вот эта вот часть, она вся одноцветная. И, соответственно, вот в таком вот виде, ну вот как бы в целом вот пропадает вот та вот как бы энергия, контраст, что ли, или как так объяснить более понятно. Но я надеюсь, в целом понятно. То есть, если нет, вы, конечно, пишите в чат и задавайте вопросы, вот, если такие возникнут. Но я думаю, вот так вот, да, вот более очевидный как бы контраст идет, потому что абсолютно разный цвет, и нам проще, опять же, зацепиться взглядом вот за конкретные элементы. То же самое про плашки, да, то есть у нас каждая плашка контрастирует между собой не только по цвету, но и по самой графике. То есть все плашки у нас разные. Это тоже такой некий своего рода контраст, и тоже стоит помнить про то, что вот в 2022 году, скажем так, у нас уже скучно делать все плашки одинаковыми. Да, понятное дело, что бывают у нас определенные все-таки задачи, да, где у нас просто меняется текст и тому прочее, но старайтесь всегда делать вот плашки разными, особенно когда речь идет про какие-то услуги, или еще какие-то вот вещи, да, то старайтесь как-то выделить ту или иную услугу. Неважно, ну, как бы у клиента, конечно, стоит спрашивать, какая услуга что значит, ну, если вы не понимаете, конечно же, и какую услугу можно усилить, потому что для клиента, ну, я так скажу, наверное, не бывает тех услуг все одинаковые. То есть вот даже, грубо говоря, нас взять, да, HoloLab, у нас больше как бы преобладает дизайн. Я надеюсь, на меня разработчики не обидятся, но вот это наша как бы самая сильная такая услуга, и мы как бы за счет как бы своих уже навыков дизайна мы можем ее еще более сильнее выделять. То есть, ну, я просто к тому пример привожу, что не бывает, наверное, такого бизнеса, где услуги абсолютно равносильны. И это тоже такой момент хороший для нас, как дизайнеров, выделять конкретные услуги. То есть не только за счет, допустим, цвета, но и за счет графики. То есть что-то можно сделать больше, что-то меньше и тому прочее. То есть я надеюсь, вот эти вещи понятны. Так что как-то так. Здесь тоже как бы преобладает контраст, то есть что-то меньше, что-то больше, то есть заголовок там по центру. Ну и в целом, как бы, опять же, я не буду прям как бы останавливаться на каждом пункте. Я надеюсь, в принципе, это все понятно. Опять же, если будут какие-то вопросы, то вы пишите, вот, и я постараюсь на них ответить после того, как мы, в принципе, разберем вот эти все ключевые факторы нашего говна. Вот, идем дальше. Повторение. Что, в принципе, о чем идет речь в данном слайде, да? То есть повторяйте все, что вы уже использовали. То есть не бойтесь, точнее, повторять какие-то уже решения, которые, ну, вы заюзали. Потому что это усиливает ваш дизайн и делает его более системным. То есть системность – это неплохо, это довольно-таки хорошо, потому что ваш дизайн выглядит чище, структурированнее и более понятным для человека. Вот, поэтому старайтесь как-то уже, ну, повторять, особенно это про шрифты, мне кажется, идет речь, потому что очень часто вижу дизайнеров, когда вот слишком много кеглей, слишком много разных стилей, что, в принципе, можно как-то свести к единым значениям. То есть, допустим, у нас там body text, да, там 16 и 18 пикселей, хотя можно выбрать там посередине, то есть 17 пикселей. Вот, и тому прочее. То есть, опять же, все зависит от объема сайта, и если говорить про дашборды, то это там другая история, там им можно это все больше так делать, ну, больше градации делать. Но, опять же, я больше говорю про маркетинг сайта, где, по сути, не прям так уж много страниц, ну, по большей части. Вот, поэтому старайтесь уже как-то переиспользовать те элементы, которые у вас уже есть.
это как бы тоже усилит вот внимание как бы человека, и он как бы уже начнет для себя понимать, типа, что где что значит. То есть вот он поймет, что здесь вот текст, здесь тег, здесь там какая-то плашка, здесь такая вот графика, ну, если там бэкграунд, да, или еще что-либо. Поэтому как-то так насчет этого слайда. Идем дальше, рассмотрим тоже на примере, очень хорошем, на нашем концепте. Вот, и что мы здесь видим, да, то есть у нас здесь есть графика, вот, и она повторяется в чем-либо, то есть это графика может повторяться как и просто в цвете, да, то есть у нас все цвета идут, ну, повторяются, то есть и графика тоже вот повторяется, просто там перевернута как-то или еще что-либо, вот, то есть шрифт, опять же, тут просто это не какой-то другой рандомный шрифт у нас здесь появляется, а просто меньшим кеглем. То есть вот повторение всегда оно идет, ну, как бы, когда вы делаете дизайн. И об этом тоже не стоит забывать, переиспользовать те или иные элементы, которые у вас уже есть. Особенно если вы их задаете в Hero экране, потому что Hero экран, по сути, тот экран, с которым мы стартуем. И тот экран, который задает самый сильный эмоциональный посыл. Поэтому всегда вот делайте Hero в первую очередь интересным. Во-вторых, переиспользуйте те элементы, которые уже есть в Hero там, в том или ином виде. То есть, опять же, вот даже здесь в неких преимуществах вы можете видеть отсылки на графику в Hero, да, то есть вот есть какие-то элементы эллипсов, полукругов, есть там элементы треугольничков, ну и тому прочее. Вот, так что даже здесь, да, то есть у нас есть бэкграунд, но есть и графика, ну, точнее инфографика, ну так сказать, в этой плашке. То есть она тоже рифмуется вот с этими вещами. То есть вот такие вот скосы, да, они идут и они как бы повторяются. Вот, об этом тоже не стоит как бы забывать. То есть используйте повторение там, где это можно использовать. Опять же, ну, тем самым вы усилите вот эту вот связь человека и продукта, сайта, ну, неважно, что вы делаете, опять же. Вот, то же самое и в футере у нас как бы повторяются, опять же, вот эти вот элементы. Просто они где-то меньше, где-то больше, где-то вот в плашке это подано и вот тому прочее. Опять же, напомню, подписывайтесь на наш Webflow, ставьте там лайки, комментарии, вот, и следите. Мы скоро тоже начнем возобновлять работу. Идем дальше. Выравнивание. Тоже можете почитать стату, вот, но если коротко, сейчас, секунду. Вот, в чем суть? Выравнивайте все объекты друг с другом, то есть ищите связи, ищите какие-то направляющие, то есть старайтесь, опять же, тем самым структурировать свой дизайн. То есть с опытом вы уже, да, можете там понять, как можно пренебрегать теми или иными правилами. Но опять же, чтобы этот опыт пришел, вам в первую очередь нужно делать хотя бы базовые вещи максимально чисто, качественно и красиво, скажем так. И все равно даже вот те, которые пренебрегают правилами, ну, уже более опытные дизайнеры, они все равно ищут эти связи. Вот, поэтому старайтесь как-то выравнивать, вот опять же, все вот эти объекты между собой. То есть это не должен быть абсолютный хаос, потому что тогда клиенту будет вообще непонятно, ну, я имею в виду человеку, да, который смотрит на ваш сайт, не будет понятно, куда ему смотреть, на что нажимать, ну и тому прочее. Вот. Какую чаще всего ошибку я тоже встречаю. Все мы как бы видим, ну, точнее, все мы любим наш автолейаут, но как бы сейчас, ну, точнее, не всегда это работает. Опять же, это примитивный пример, но я надеюсь, будет понятный. Вот, то есть есть такие шрифты, которые в автолейауте, то есть если вы там поравняете по центру, да, то не всегда это будет хорошо работать. Поэтому в первую очередь, ну, мой личный такой совет, старайтесь всегда искать визуальный центр.
старайтесь всегда поравнять как-то визуально. Тем самым вы будете тренировать свой взгляд, ну, точнее, глаз, да, и вы будете уже как-то более опытны и со временем, опять же, поймете, как можно там какие-то правила упускать в угоду красоты, ну, либо как-то наоборот сделать еще проще. Ну, просто разные клиенты, опять же, бывают. Вот, поэтому равняйте, вот в первую очередь старайтесь на глаз, да, то есть если, опять же, это какие-то сложные какие-то объекты или там шрифт странный, ну, я имею в виду не то, чтобы он странный, просто бывают такие шрифты, там, где вот снизу у текстового блока отступ больше. Вот, опять же, это я рассказываю на примитивных вещах, но на самом деле это касается абсолютно каждого блока. То есть старайтесь выравнивать все объекты, вот, ну, каждый элемент, опять же, друг относительно друга. То есть, если это, ну ладно, мы дальше об этом поговорим еще. Вот, и давайте рассмотрим тоже пример на нашем концепте. То есть здесь вы вот тоже можете увидеть то, как мы выравниваем, да, то есть как можно выравнивать те или иные элементы друг с другом, даже, ну, как бы, когда они, ну, по смыслу отличаются вообще друг от друга. Вот, то есть я создал направляющие, чтобы было как-то более заметно, то есть вот у нас есть заголовок, да, то есть у нас ведет четкую линию, такую силовую, и вот у нас как-то вот все эти объекты, они выравниваются. То же самое и здесь, да, у нас уже идет линия, ну и здесь так дальше. Вот, потом еще, кстати, такой момент, не забывайте еще про горизонтальные линии. Потому что все мы знаем нашу 12-колоночную сетку, да, все привыкли ней пользоваться, и все как бы понимают, что это вертикали в первую очередь. Но очень часто и очень многие забывают про горизонтали. И это тоже немаловажный такой как бы объект, точнее не объект, а немаловажный элемент, который не стоит вообще забывать. Вот, поэтому всегда старайтесь как-то вот поравнять вот эти вот вещи. Ну, это сейчас чисто на примере, но я к тому, что не забывайте вот про эти горизонтали. То есть даже здесь, да, у нас выровнено вот по нижнему бейзлайну, дальше здесь вот выровнено вот так, ну и тому прочее. Вот, и все у нас как бы старается вот поравняться вот по этим направляющим. Вот, некоторые там блоки могут как-то отличаться, это нормально. Вот, опять же, исходя вот уже из опыта, вы поймете, как можно этим, ну, грубо говоря, пренебрегать. Есть еще классный видос от нашего ардира Артема Борисенко, точнее не видос, а видосы. Артем довольно, как бы, ну, периодически он их записывает и рассказывает про наши шоты. И он довольно очень много времени уделяет тому, как он выравнивает вот все вот эти вот вещи, каждый пунктик, каждый вот пункт в меню, там кнопку и тому прочее. Вот у Артема очень классно, и он рассказывает, опять же, это на многих шотах. То есть не просто, знаете, там один пример и тому прочее, поэтому я очень рекомендую посмотреть вот хотя бы последние 5 его ну, видосов, это ссылка, по-моему, на Notion, вот, и тоже можете посмотреть, просто послушать фоново, хотя, ну, фоново не получится, лучше смотреть, но я к тому, что за обедом, да, то есть вы там пошли на обед, приготовили себе еду и можете вот просто посмотреть то, как Артем выравнивает все вот элементы в шотах. И это тоже как бы немаловажный фактор. Дальше идет у нас близость. Сейчас, секунду. А, Тоже это, по сути, группы наши, да, то есть мы уже привыкли группировать или иные элементы, но об этом тоже не стоит забывать, и стоит для себя как бы определять конкретные группы, то есть графика, текстовые блоки, то есть текстовый блок может, ну, как бы делиться на еще несколько текстовых блоков, ну, допустим, там мы берем факьюшку, да, сейчас создаваем вопросы, вот, и там, грубо говоря, есть заголовок, есть description, плюсики и тому прочее. Это все группы, и они связаны вот между собой, и они как-то вот сгруппированы.
тоже замечаю вот такую вещь, что некоторые дизайнеры могут не понимать, как группировать вот те или иные, опять же, вещи, которые, ну, не совсем стандартные, грубо говоря. Но, опять же, я постараюсь как-то объяснить это на примитивных вещах, чтобы было всем понятно, полезно. Вот, так что идем дальше. Какую чаще всего ошибку я замечаю, это вот такой вот, грубо говоря, текстовый блок. То есть у нас есть, ну, как бы тег, да, у нас есть заголовок, есть description. И вы можете увидеть, да, что интерлиньяж, вот отступ такой же, как и здесь, ну, плюс-минус вот здесь, и такой же, как здесь. И в данном случае непонятно, типа, первая строка относится к тегу, а вторая относится к description, или как это вообще сканировать, как это читать. Поэтому старайтесь что-то вот, ну, потому что вот этот текстовый блок, это тоже группа, вот эта группа и вот эта тоже группа. И в целом это все тоже как бы большая такая группа. Поэтому старайтесь делить вот контент и делать его максимально читабельным. То есть старайтесь разделять и в то же время объединять конкретные элементы. Вот. Я надеюсь, не сильно я запутанно объяснил, и надеюсь, на данном примере это понятно. Вот, поэтому давайте дальше посмотрим на примере тоже нашего шота, с которого я брал нашу графику. И здесь тоже можно посмотреть на группы тех или иных элементов. То есть у нас есть сгруппировано, то есть вот если брать графику, да, то есть у нас сгруппировано вот этот элемент, то есть у нас есть аватарка, как бы заголовок и какое-то значение, и функция, грубо говоря. Вот, и это все группы, и между собой это в целом тоже оно друг с другом сближено. То есть у нас здесь вот достаточный отступ, чтобы понять, что вот это отдельный объект в целом. То же самое и здесь вот отступы есть и здесь, и тому прочее. То же самое, как и текстовый блок, да. У нас как бы в целом понятно, что вот эта текстовая часть, она как бы связана в целом между собой, но разделена внутри, скажем так, всего этого текстового блока. То есть здесь это сближено с иконкой, здесь это просто какой-то body текст, да, здесь у нас заголовок. Но в целом мы, как люди, как наш мозг, мы в целом как бы понимаем, как сканировать вот те или иные вещи. То же самое и в нижней части, я думаю, не стоит уже объяснять. И то же самое подписывайтесь на наш дрибл, не забывайте про него, потому что наш дрибл можно использовать, ну, не только в качестве просто поставить лайк, но и про то, как можно искать там реф, потому что у нас шоты выходят, ну, практически каждый день. И, ну, каждый день можно найти для себя какой-то новый реф. Поэтому старайтесь, то есть об этом я тоже еще дальше поговорю, но старайтесь тоже искать рефы вот хотя бы у нас на дрибле. Вот. Дальше поговорим, кстати, про вопросы. Если они у вас есть, вот, а то я увлекся. Сейчас я почитаю. Можете пока написать, если что-то будет или что было непонятно. Так, если в Style гайде у нас задан только один цвет, плюс ЧБ оттенки, как лучше показать контраст? Ну, можно показать, опять же, через эти оттенки. То есть у нас, ну, вот, грубо говоря, ЧБ, да? То есть у нас вот есть белый, вот у нас здесь есть черный, и вот у нас опять вот идет черный. Как бы, ну и плюс это же у нас не только черный и белый, есть еще серый, но нужен достаточный контраст, чтобы это не было черный и чуть-чуть светлее черного. Поэтому я надеюсь, правильно понял вопрос. Вот. Больше я вопросов не вижу.
вроде бы как. Поэтому буду двигаться немного дальше. Теперь говорим про наш контент. Тоже наша такая частая боль у дизайнеров. А, Потому что м, бывает такое очень часто, когда нам клиент не дает контент, и у дизайнеров сразу начинается какой-то ступор. Вот. И как бы время идет, а по факту работа стоит. И по сути мы ничего не делаем, а клиент что-то уже ждет. И как бы старайтесь в первую очередь искать контент у конкурентов. Я вам так скажу, честно говоря, как бы если бы я был клиентом, я бы вам тоже ничего не скидывал. И я объясню почему. Потому что стоит понимать вообще клиента, что в первую очередь это человек. У человека есть свои какие-то обязанности, есть какие-то свои дела и тому прочее. И стоит также помнить про человеческий фактор, то что он не может запомнить все и дать вам все, абсолютно все для работы. Иначе он бы сам это все сделал. Поэтому вы как бы на то и дизайнеры, чтобы сделать из каких-то уже ключевых тезисов, да, конкретный там сайт, дашборд и тому прочее. Понятное дело, что есть разный вид контента, который необходим, но я в целом говорю. А, Поэтому как можно искать контент? Просто идите в Google и ищите конкурентов. Конкурентов найти вообще очень легко, главное хотеть этого. Вот, поэтому у конкурентов всегда можно найти просто дофигища контента. И вы уже, исходя из компании, ну, которая к вам пришла, даже точнее клиент, который к вам пришел, он все равно так или иначе хоть пару слов сказал о себе. И вы уже от этого можете отталкиваться, делать там мудборд, ресерч, ну и тому прочее. То есть без дела в целом как бы сидеть не нужно, даже когда у вас пришла стадия набрасывания структуры, либо набрасывание там какого-то концепта UI, ну, UI-концепта, да, то все равно не ждите от него контент. Бывает такое, что просто клиенты забивают, опять же, потому что у них очень времени мало. Придумывайте контент сами. И не то чтобы придумывайте, а ищите контент у конкурентов и пытайтесь подумать, как вот тот контент можно подать для нашего клиента, по сути. А, и в таком случае вы всегда сможете сделать что-то интересное, что-то прикольное. Тоже, кстати, Артем Борисенко записывал видос про то, как можно работать с контентом. Он более подробно это описывал, я не буду прям все пересказывать, но есть еще прикольная ИИ, ну, искусственный интеллект, текстовый такой генератор. Вот. Он генерирует текст, то есть вы можете просто скопировать у конкурента текст, вставить его в текстовый генератор, и он вам выдаст какой-то похожий текст. Это я к тому, что даже лорем ipsum лучше не использовать, потому что это выглядит, ну, слишком шаблонно и не так даже интересно, потому что в 22-м, опять же, году ну, люди, которые чаще всего за компом сидят, они уже, ну, настолько привыкли к этому, что у них может быть даже некое отвращение от этого. Поэтому всегда старайтесь искать какой-то текст. Пускай это будет текст с какой-то статьи или еще чего-то, но желательно избавляйтесь всегда от вот этого лорем ипсума. Я просто вас умоляю. Дальше есть еще такой прикольный плагин, тоже текстовый генератор, но там по большей части прикольные заголовки. Вот, то есть он генерирует уже, по-моему, с разных компаний какие-то заголовки на ключевые какие-то эти фразы. То есть, допустим, у нас там beauty, да, там красота, и он может там как-то сгенерировать вот из ему известных фраз какой-то вот такой, ну, заголовок там из нескольких слов. Поэтому пользуйтесь, смотрите, но не ждите контент от клиента. Вот самое важное, о чем я хотел сказать. Теперь дальше по поводу маркетинг сайтов.
мы уже как бы посмотрели принципы говноконтента, да, и это мы уже можем, грубо говоря, сделать какой-то хороший маркетинг-сайт. Но достаточно ли этих 4 принципов, чтобы вот создать вот тот самый сайт с вау-эффектом, с эмоциональным посылом хорошим? Но, к сожалению, нет. И я еще немножко расскажу о том, что еще требуется, чтобы вот создать какие-то вот яркие сайты, которые прям действительно запоминаются. Вот, тоже не забывайте, опять же, подписываться на наш Dribble. Вот, идем дальше. В первую очередь, что вам нужно запомнить, маркетинг для людей. Есть тоже такая статья от Эрика, он, по-моему, со студии Outcroft, если я не ошибаюсь. Вот, очень классная статья, я ее прочитал буквально там за недели 2 до, ну или там чуть даже меньше, до презентации, но на самом деле говорит очень классные вещи. Я постараюсь как-то немножко покороче это рассказать и самую главную суть рассказать. В общем, что я хотел вообще в целом сказать, то, что не нужно относиться вот к людям как к юзерам. Ну и об этом мы еще чуть дальше поговорим. А, Сейчас, секунду. Вот, и важный такой фактор, то, что вам нужно понять, люди как бы это не юзеры. Я объясню почему. Потому что чаще всего, когда вы вот задаете, да, когда дизайнер думает, или там маркетолог, неважно, когда думает о людях как о юзерах, они слишком сужают интерес и слишком как-то ужимают вот этого человека, и он превращается в какого-то зомби или в какого-то робота, да, то есть ему там нужно нажать кнопку, сделать там определенную конверсию, и все как бы. И на этом все закончилось. Поэтому вот никогда не думайте вот о людях как о юзерах, потому что человек настолько многогранный, и у него есть столько интересов, через которых можно вот, ну, грубо говоря, надавить, да, чтобы привлечь его внимание. То есть вот тоже мини-иллюстрация такая, то, что у человека там есть какие-то вот такие интересы, то есть фитнес, там шахматы, боулинг, чтение и тому прочее. Вот, поэтому старайтесь всегда вот находить вот эти интересы человека, всегда вот думать о нем, вот как о человеке, опять же, а не как о юзере. Только тогда вы сможете вот опять же что-то воссоздать уникальное, интересное и то, что цепляет взгляд в первую очередь. Потому что маркетинг сайта это опять же в первую очередь про эмоции. И если вы не можете вот ну как бы задеть за эмоции, грубо говоря, да, то ваш маркетинг-сайт превращается уже как бы в шаблонный сайт, и все, это уже, ну, супер неинтересно. И человек закрывает этот сайт сразу там после, ну, опять же, грубо говоря, после 5-10 секунд там просмотра. Вот, поэтому, тем более сейчас слишком много конкуренции, слишком много компаний в 2022 году, и недостаточно делать какие-то просто шаблонные сайты. Нужно всегда вот находить те эмоции, те ощущения, которые вот может, ну как бы, которые могут быть у этого человека, да, который вот заходит на ваш сайт. Вот, поэтому как-то так насчет этого слайда. И еще такой момент, как вот добиться этого эмоционального посыла, да. Старайтесь думать как бы о человеке, как о своем друге. Потому что когда вы друзья, да, то есть когда у вас есть друзья, вы всегда интересуетесь, как у них дела, чем они занимались, почему они не пошли, допустим, в кино, там, на тот или иной фильм, или как они там справляются с той или иной ситуацией, что им нравится, что нет. Вот, и все вот эти вот интересы, да, вы всегда вот у них узнаете. Потому что когда это какой-то левый человек, ну, вы просто проходите мимо и все, как бы. Ну да, может там ради уважения как-то поздороваться, да, то есть если это ваш сосед, к примеру, да, то вы с ним можете поздороваться, но он для вас не друг.
То есть вы можете что-то для него сделать в качестве, опять же, уважения или там ему как-то помочь, это как бы тоже хорошо. Но когда вы думаете, вот опять же, о человеке как о друге, то вы всегда ищете его как-то интерес, ну, вас объединяют эти интересы, и вы ищете общие темы. И вот когда вы создаете дизайн, вам вот стоит думать о пользователе, о человеке, как о друге. Только тогда вы найдете вот те эмоциональные как бы вещи, на которые вы можете, опять же, грубо говоря, надавить и спровоцировать человека вот совершить то или иное действие. И это, опять же, неплохо, это хорошо. И это делает ваш дизайн намного уникальнее. Вот, так что идем дальше. Немножко еще про результат, который может выходить вот в качестве такой дружественной, ам, как так сказать, в общем, в качестве дружбы, да, то, что как у нас чаще всего происходит, тоже, кстати, классная статья от Иванова Николая, я ссылку оставлю здесь, как у нас происходит. То есть у нас вот есть задача, мы такие, окей, типа, пошли делать концепт, там как-нибудь сделали, дальше нам преподают правки, еще правки, еще правки, еще правки, и там в итоге у нас получается вот такой вот результат. Вот, и это как бы не очень хорошо, да, и как стоит делать? То есть у нас есть задача, мы такие пошли, о, круто, давайте делать прям классный концепт, давайте искать вот тех друзей, да, ну, грубо говоря, искать их эмоции, что они чувствуют, и тем самым передавать это вот в концепте. То есть, понятно, и вам как бы, если вы заметите, да, то график один и тот же, ну, вот этот. Но спад на результат, он совсем как бы другой. И это тоже стоит для себя понимать, то что ваш дизайн, как бы вы его там прекрасно не запланировали, вы на 100% не можете понять клиента или другого человека, да, который вот пользуется вашим продуктом, потому что это абсолютно другой человек, это не вы. И это тоже как бы стоит, точнее, не стоит принимать слишком близко к сердцу, это нормально. Но благодаря вот такими, скажем так, путями вы сделаете результат тот, который будет приемлемым для всех, и тот, который в итоге может быть счастливым для всех. То же самое, когда вообще слайд про завышение планки, вот когда нужно вот так вот делать, да, то есть мы когда знакомимся с человеком, мы вообще, в принципе, сразу завышаем планку. То есть у нас первое впечатление, оно всегда, ну, по большей части, оно может быть всегда таким мега-вау классным. Ну, потому что понты никто не отменял, да, и как бы всегда вот люди пытаются как-то выставить себя в лучшем свете. Опять же, это неплохо, это хорошо, потому что так устроена как бы психология человека. Вот. И потом со временем некоторые отсеиваются, и вот те люди, которые там вы и вам понравились, да, вы в итоге сходитесь и превращаетесь, грубо говоря, в друзей. Вот. То же самое как бы и в дизайне. Старайтесь всегда завышать планку эту, будучи другом для тех людей, которые вот пользуются вашим продуктом или будут пользоваться, да, или пользоваться вашим дизайном, который будет приходить на ваш сайт и тому прочее. Также стоит, в принципе, относиться и к клиентам, которые пришли к нам, да, вот, и вообще, в принципе, ко всем. И тогда у вас будет и правда какой-то эмоциональный, интересный и уникальный дизайн. В общем, как-то так. А, Теперь такой небольшой чек-лист. В общем, все вот эти вот вещи, они связаны. То есть у нас есть практика, дружба, чтение и копирование, да. То есть мы когда чтобы нам практиковаться, нам как бы нужно дружить, то есть только нам нужна какая-то мотивация, да, вот, и мы уже как-то практикуемся и ищем конкретные решения там для того или иного человека, ну, чтобы как бы угодить ему, да, и это тоже хорошо. Дальше такой тоже немаловажный пункт, читайте какие-то статьи.
Я так скажу, я сам не особо люблю сильно много читать, я больше люблю именно посмотреть. То есть для меня просто ну, информация воспринимается лучше в видеоформате. Но опять же, на том же Мюзле можно найти интересные статьи. И есть классные вот решения, которые можно применять и пробовать, и из этого, исходя, можно их копировать. Но я объясню очень важный такой фактор, потому что тоже не все дизайнеры понимают то, как можно копировать. Копировать не просто, вот, грубо говоря, взяли шот, да, или там взяли реф и скопировали абсолютно все. То есть цвета, композицию, шрифт и еще кучу всего. Вот. И в итоге у вас просто ну, как бы копипаст. И это, ну, не выглядит уникальным. То есть вы просто там пошли туда, взяли это и все. И в итоге сделали то же самое. Копировать нужно с умом, анализируя. То есть, как я вообще делаю, да, то есть есть, кстати, такая книга, очень интересная, но и в то же время очень короткая. Называется «Кради как художник». Может быть, не все ее поймут, и не все ее, кстати, понимают, потому что я у некоторых спрашивал, у других тоже своих дизайнеров, не все ее понимают. Но в чем смысл, опять же, то, что нужно копировать, анализируя. То есть не все подряд, а какое-то конкретное решение. В первую очередь вам нужно понять, почему дизайнер сделал так, а не иначе. То есть вам нужно как бы понять, вот, допустим, почему это такого цвета, почему это не может быть оранжевым цветом, да, или там почему не может быть зеленым цветом, почему шрифт такой, какую эмоцию она передает. То есть, когда вы берете реф, в первую очередь всегда анализируйте его, не просто сразу брать и копировать все решения подряд. Только тогда вы научитесь и будете развивать свою насмотренность. Это тоже такой самый ключевой, наверное, фактор, который, в принципе, мне помог. И как я, кстати, бывает делаю, когда я вижу сайт на iWords, я честно скажу, я копирую его чисто вот полностью. Но нужно понять, что никуда это выставлять нельзя. Я копирую это для того, чтобы понять, как мыслит дизайнер, почему он сделал те или иные приемы или те или иные решения, как он их сделал, как он до этого дошел. Я вот копирую полностью всю страницу, да, вот сайт Word, то есть я часто так делаю, честно говоря. Я стараюсь понимать и разбирать каждый вот пункт, вот и осознавать, вот почему это так. То есть почему вот дизайнер мыслит вот такими как бы путями, а почему не так, опять же, почему там выбрал такой цвет или другой. Поэтому, опять же, если хотите в точности копировать, то копируйте это больше для себя, то есть, опять же, это если в точности. И никуда лучше это не выставлять, а просто для анализа. Но если у вас уже какой-то готовый, ну, как бы проект, точнее, нужно делать проект, то вам копировать нужно ну, какие-то определенные решения или там вещи, или еще что-то, но не полностью все. То есть с одного шота вы можете там взять, грубо говоря, цвет, да, который вам понравился, с другого шота или сайта вы можете взять там шрифт или похожий шрифт, да, который передает то или иное настроение. С третьего шота вы можете взять там какую-то графику или там часть графики, но это не должно быть все скопировано вот по цветам, по композиции, по графике или еще тому прочее. Вот, поэтому это такой некий чек-лист, и еще дальше покажу, расскажу, на кого можно подписаться. То есть у нас есть еще Маис, лид-дизайнер, многие его знают, может быть, еще и все. Маис у нас довольно-таки публичная личность, вот, поэтому можете подписываться на него. Здесь Notion с ресурсами у Маиса очень классный, там вы можете найти сайты, во-первых, для вдохновения, потом можете найти какие-то фотостоки, да, которыми Маис бывает пользуется, ну и много всего подобного. То есть там про шрифты еще, по-моему, было. Вот. Что конкретно у меня в Notion? У меня по большей части в Notion, я, кстати, сейчас могу показать, если у меня не заглючит. Вот мой Notion. Я объясню, как он работает. Я не буду навязывать свои вкусы и тому прочее, потому что, опять же, как бы вы не хотели, у каждого человека абсолютно разные вкусы, и это нормально. Кому-то может нравиться это или кому-то нет, но если вдруг кто-то захочет, мой Notion и Маиса Notion открыты для вас.
как конкретно работает мой Notion? То есть здесь, по сути, все сайты с AdWords и подобным им, как бы, ему площадкам, то есть где сайты выставляются, ну, такие промовские, либо, ну, такие привлекательные сайты. Я чисто, опять же, генерирую их для себя, то есть по своему вкусу, но как это работает? Можно отсортировать там плюс-минус по дате, и вот я выбираю по тегам. Здесь я разбавляю, то есть по каждой теме. Тут на самом деле у меня уже очень много тем, и по сути, какой бы проект мне не пришел, наверное, у меня на любую тему будет готовый сайт, реф, да, на который я буду опираться в плане контента, в плане там композиции, может быть, в плане каких-то цветов, эмоций. То есть я буду вот уже анализировать, да, исходя уже готовых продуктов, конкурентов, я уже буду как бы понимать, как можно для нашего клиента и для людей, которые пользуются его продуктом. То есть, ну, допустим, чисто к примеру, вот у меня есть такая интересная категория, называется Grid. Там на самом деле много тем, вот, то есть на разные темы, но здесь абсолютно такие сайты, у которых нестандартная сетка, ну, по большей части. Поэтому можете, опять же, пользоваться, если хотите. Я как бы не против, я только за, потому что многим это может помочь. И я как бы тоже дизайнером, бывает, рефы скидываю вот со своей ну, библиотеки. Что ж, идем дальше. Мы уже как бы подходим к концу. За кем я еще тоже рекомендую следить и за кем слежу я лично? Ну, в первую очередь, конечно же, наша студия. Вот, и я разделил их на категории, то есть где можно встретить абсолютно любые темы шота, да, то есть там вот такие вот ребята. Я не буду останавливаться прям по каждому, но я надеюсь, вы сами как будто вот перейдете, да, по ссылкам. Если ссылки какие-то не рабочие, то можете мне написать, но они вроде везде рабочие. Я просто мог что-то упустить, но всякое бывает. Дальше есть промо, да, то есть если нам клиент приходит и говорит, типа, хочу промо, вот, я лично слежу вот за этими ребятами, потому что у кого-то есть классные анимации, у кого-то есть классный грид, у кого-то есть там еще что-то, еще что-то. Вот Обисы, например, очень классные делают сайты по скроллтеллингу, да, то есть у них все по скроллу происходит, и, ну, лично у меня такой вот от них некий восторг, вот именно по реальным сайтам, да, то есть, но у них, опять же, больше направлений именно на промо, в отличие вот от нас, у нас можно, опять же, на любую тему найти, и у нас абсолютно все мобилки, брендинг, и там дашборды, вот то, что Маша любит, да. Вот, поэтому смотрите, можете просмотреть всех, подписаться на кого-то, кто вам как бы приглянулся больше, но я так скажу, то есть на дробле важно следить за несколькими ребятами, ну, как минимум, мне кажется, ну, по моему мнению, как минимум за 5 студиями или людьми, потому что у всех как бы есть какие-то вот разные направления, опять же, вот там промо или еще какие-то штуки. Здесь вот, например, это, кстати, все промовские штуки. Здесь, например, больше про продукт. Мне нравится вот, например, эта студия, которая классно показывает мобилки в Hero. Вот, и я довольно часто как-то вот пользуюсь вот их рефами, потому что вот, ну, интересно у них подано. Дальше там про дашборды какие-то штуки есть, там Трам, там он в связке UI 8 и тому прочее. Вот у них тоже классные какие-то вот продукт-сайты интересные, можно посмотреть по стилям, по там, по графике, там, по тому же гриду, да, потому что у них не всегда стандартный грид. Вот, например, эти ребята UX Ninja, они классные делают игровые дашборды. Вот, потому что у нас бывают проекты на игровую тематику, и не совсем, да, понятно, куда пойти вообще. То есть у кого искать рефы, у кого искать там какое-то вдохновение или еще что-то. Вот эти ребята, например, классно делают какие-то дашборды вот в игровой тематике. Вот, дальше какой-то вот такой строгий стиль, да, то есть всем известный Heartbeat.
и Оззи, по сути, опять же, тоже Heartbeat. Вот они делают по большей части по финансовой тематике, вот. Но можно найти вот тоже такой вот стиль, грубо говоря, совсем вот плоский, да, и какое-то вот какое-то направление. Дальше у кого можно там поискать иллюстрации, то есть если нам нужно там какую-то иллюстрацию найти, либо понять, да, как иллюстрацию встроить в layout, то можно вот у этих ребят посмотреть. Я так скажу, не у всех прям мега классные шоты, но у всех можно найти какое-то вдохновение. Вот. Этот, например, чувак делает классные 3D-шки. То есть тоже можно посмотреть. Бывают такие проекты вот с 3D-шками, и нужно вот поискать, посмотреть, типа, как можно вообще встроить в layout там 3D-шку и тому прочее. Вот. Так что как-то так. На этом все. Я надеюсь, не сильно было долго, не сильно скучно и хоть капельку полезно. Если у вас есть вопросы, то пишите, я еще постараюсь ответить. Вот. А, На Мюзли, да, могу порекомендовать. Можешь написать мне в Слаке. Честно скажу, я на Мюзли не прям за всеми слежу, я больше слежу за Дреблом. То есть на Мюзли, ну, довольно редко выходят какие-то вот прям классные статьи, которые вот прям цепляют. По большей части там, кстати, классные есть кейс-стадии, которые тоже я рекомендую смотреть, потому что кейс-стадии это, ну, опять же, зависит от автора, но некоторые пишут именно про какие-то проблемы, про то, как они их решают, через что они прошли либо проходят, и то, чего в итоге не добились. Поэтому тоже можно читать именно про кейс-стадии, это есть тоже интересные статьи. Но прямо за авторами так сильно я не слежу, слежу всего лишь за парой авторов, если честно. И то не каждый день. Каждый день, опять же, я вот на Дребле слежу за всеми подряд, если честно. Ссылка на прессу, да, будет. Я кину в Slack, и потом запись, если, ну, точнее, когда она будет, запись на Ютубе, то тоже в описании, скорее всего, будет ссылка на эту презентацию. Можно будет посмотреть все ссылки, которые здесь находятся. Так, ну, вроде бы все, вопросов больше нету. Такс, такс, такс. Да, спасибо, рад, что вам всем нравится. Опять же, если будут вопросы, то вы можете мне в Slack писать. Как будет время, конечно же, я всем постараюсь ответить. Вот, но тогда давайте уже заканчивать. Вот, опять же, надеюсь, всем было интересно, не сильно скучно, и надеюсь, вы будете применять вот эти принципы говна, чтобы улучшать свое говно и в итоге делать прям мега уникальные эмоциональные сайты. Все, всем спасибо, всем пока.